Всем привет! Вы на канале Реальный Харьков. Сокольники. Историческая местность в Харькове. Район расположен к северу от центра города в Нагорном районе между Центральным парком и лесопарком. Сегодня расскажу вам об истории Сокольников и событиях, которые тут происходили. В XVI-XVIII веках Сокольники были заросшим лесом, в котором росло множество дубов. Здесь часто охотилась казацкая старшина Харьковского полка и воеводы. Охотники задействовали соколов, отсюда и название Сокольники. В середине XIX века через Сокольники между Лопанью, Саржиным Яром, Харьковом и балкой реки Очеретянка проложили новую Белгородскую дорогу, ныне Харьковское шоссе. Движение по ней открыли в 1852 году. Позже район стал местом верховых загородных прогулок горожан. В конце XIX века на южной границе Сокольников был открыт Харьковский скаковой ипподром, недалеко от бегового ипподрома, ныне несуществующий. В 1893-1895 годах в Сокольниках заложили Николаевский парк. Сейчас это Центральный парк Харькова. Парк открыли в 1907 году, а в 1932 площадь парка увеличили до 130 гектаров. Финансирование парка осуществлялось за счет харьковцев, многие из которых, особенно студенты и гимназисты, непосредственно участвовали в посадке деревьев. Планировка аллей подражала Булонскому лесу в Париже. Объединенные в вытянутое кольцо каштановая и липовая аллеи предназначались для конных прогулок. В сборнике по окрестностям Харькова профессора Арнольди отмечались массовые посещения загородного района за городским парком горожанами и сбор ими весной растений для букетов. В 1923 году был построен центральный пассажирский и грузовой аэропорт Харьков-Сокольники. И в том же году при аэропорте были созданы Харьковские ремонтные авиационные мастерские. А уже в 1926 году на базе мастерских открыт завод под названием Харьковский авиазавод. В 1927 году Харьковский авиазавод выпустил первые два самолета – пассажирский К-2 и его санитарный вариант К-3. Вот на этом фото работницы завода Харьковского авиационного завода опытного самолетостроения у первого санитарного самолета К-3. Харьков аэродром Сокольники. Конец 1920-х. Эта гражданская машина была построена на средства собрания среди населения общественным фондом «Наш ответ Чемберлену». А на этом фото работники сборочного цеха завода номер 135 у только что выпущенного пассажирского самолета, предположительно К-4. Город Харьков, 1929 год. Такие самолеты совершали регулярные почтовые и пассажирские рейсы из аэропорта Харьков-Сокольники. Летали оттуда по вызову как санитарные, делали аэрофотосъемку в интересах народного хозяйства и обороны страны. Тогда составлялись новые карты территории, и их снимки оказались ценнейшим подспорьем. На фото первый опытный пассажирский самолет ХАИ-1 на аэродроме завода в Сокольниках. А на этом фото один из 79 построенных самолетов Сталь-3 в Харькове. Такой самолет перевозил 6 пассажиров или почту при 2 членах экипажа. Предположительно, снимок сделан также в аэропорту Сокольники. В 1933 году на ХАЗе был создан семимоторный самолет-гигант К-7, один из крупнейших самолетов того времени, который называли «Воздушный Госпром».
Аэропорт Харьков-Сокольники, другое название Харьков-Северный, функционировал на территории Харьковского авиационного завода в историческом районе Сокольники и использовался как гражданской, так и экспериментальной авиацией. В начале 1930-х в связи со строительством ХАЗа пассажирский аэропорт перенесли на аэродром Основа, невдалеке от одноименной станции. После этого аэродром Сокольники использовался только для производственных нужд. Правда, в 1990-х вновь использовался как аэропорт для пассажирских рейсов, в частности чартерных, в Германию и на Ближний Восток. Осенью 1927 года в Сокольниках среди дубового леса были построены здания детской трудовой коммуны НКВД. Сама же коммуна была торжественно открыта в декабре 1927 года. В 1930-м в коммуне было 12 отрядов по 15 человек. В 1927-1931 годах на базе мастерских коммуны был создан завод ФЭД. В ноябре 1928 года в Померках в лесу была открыта Харьковская окружная больница. Туда направляли больных скарлатиной и онкологическими заболеваниями. Больница, ныне это Харьковский онкоцентр, работает по сей день. В декабре 1938 года коммуна была ликвидирована как детское учебно-исправительно-воспитательное учреждение, так как в 1937 году с беспризорностью официально было покончено. В конце 1930-х Харьковский лесопарк был назван Комсомольским. Была насыпана дамба на реке Сарженке и образовалось Комсомольское озеро, сооруженное комсомольцами в основном на субботниках, откуда и пошло его название. По построенной тогда же дамбе озера проходила дорога из Сокольников на Павлово поле. В 1940 году через Сокольники была проложена Малая Южная железная дорога. В районе дороги в 1941-1943 годах происходили массовые расстрелы подпольщиков и простых граждан. В этом районе в 1970-х годах был сооружен памятный мемориальный комплекс славы. А Малая железная дорога восстановлена в августе 1945 года. В годы Второй мировой войны нацисты устроили в Сокольниках детский концлагерь. С 1941 год по 1943 через него прошло от 4 до 5 тысяч детей. Известно, что в конце 1942 года в концлагере находилось 1602 ребенка, а в августе 1943 осталось 68 детей. После освобождения Харькова в живых осталось 17 детей. Нацистам нужна была детская кровь для раненых немецких солдат. Врачи Третьего рейха утверждали, что кровь голодных детей особенно целительна, так как не содержит вредных примесей и обеспечивает быстрейшее выздоровление пострадавших от ран. Детей в Сокольники немцы свозили со всего города, но почему-то отдавали предпочтение ребятишкам от 3 до 7 лет. Часть детей была переведена из интерната для инвалидов на Холодной горе. Другую часть составляли подкидыши и дети расстрелянных коммунистов, а также тех, кто не пожелал сотрудничать с оккупационным режимом. В Сокольниках в здании детского сада авиационного завода было образовано что-то вроде приемника. Рядом располагался аэродром и госпиталь для немецких летчиков. Немецким воякам нужна была кровь. Фактически вся территория района Сокольники в Харькове – это коллективная могила погибших детей. После войны здесь эксгумировали останки более 500 детей. О страшной тайне детского дома в Сокольниках могли не узнать. Во время освобождения Харькова нацисты уничтожили все документы, подтверждающие факт медицинских экспериментов над детьми. Бывшим детдомовцам понадобилось больше полувека, чтобы рассказать правду.
Сегодня на месте захоронений погибших детей на территории детского садика в Сокольниках стоит памятный знак. На нем надпись: «Они ушли от нас детьми, чтобы взойти травой, цветами и навсегда остаться с нами». Анатолий Рева, который является бывшим воспитанником детского садика в Сокольниках и очевидцем страшных событий, написал книгу, где собраны воспоминания людей, переживших немецкую оккупацию Харькова в детском приюте. «15 августа 1943 года был освобожден район Сокольники, блокировав взлетную полосу Харьковского авиационного завода и немецкий военный аэропорт Харьков-Центральный. Нагорный район, центр, запад и восток города, кроме юго-запада и юго-востока, тогда были освобождены от немцев только 23 августа. С конца 1990-х годов началась вырубка и застройка Сокольников. С начала 2000-х Сокольники, как элитный район, вплотную примыкающий к Центральному парку, стал активно застраиваться частными особняками, а затем и многоэтажными домами. Есть в Сокольниках ботанический памятник Сокольники-Померки, объект природно-заповедного фонда общей площадью 163 гектара, расположенный в урочище лесопаркового хозяйства. Он получил свой статус по решению облсполкома 17 июля 1972 года. Храм преподобного благоверного князя Олега Брянского – еще одна достопримечательность Сокольников. 10 февраля 2007 года по благословению Высокопреосвященнейшего владыки Никодима в Харькове была создана первая в Украине община святого преподобного благоверного князя Олега Брянского. Храм был построен, освящен 4 октября 2008 года. Здесь есть мощи святых и иконы Божьей Матери Всецарица. Также в Сокольниках можно увидеть частную православную часовню, построенную в 2007 году, спортивную базу «Динамо», реку Сарженка и левый склон Саржиного Яра. Такая вот она история исторического района Сокольники в Харькове. Если что-то упустил, вам есть что добавить, пишите в комментариях. Дополняйте. Благодарю всех за просмотр. До новых встреч на канале.